Друзья, всем привет! С вами Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Сегодня у нас будет очередная читка поля. Загадывайте себе одну карту императора или императрицу. Вот кто у нас первый выйдет, тот сегодня и будет с нами на связи. И посмотрим, что этот господин или госпожа, или дух, или сущность, или космос, вселенная будут нам рассказывать. Итак, загадайте императора или императрицу. Кто вам больше нравится, император или императрица? И сейчас будем смотреть, кто же у нас выйдет первый. И кто придет сегодня с нами пообщаться на какие-нибудь приятные темы. Рассказать нам что-нибудь интересное про нас и про наше будущее. Так, что-то никого пока нет. Какой-то очень долгий сеанс связи. Никого пока нет. Вообще. О, императрица тут как тут. Смотрите, какая интересная история. Смотрите, кто загадал императрицу, сегодня это для вас. Сегодня это для вас. Ну, эту еще одну карточку достанем. Значит, какие-то новости, да, новости. У нас сегодня будет история про новости. Судя по всему, сейчас все, кто выбрал императрицу, скучают по своему прошлому. Причем очень сильно скучают. С теплотой вспоминают это прошлое. В некоторое время назад куда-то поехали, в какое-то новое место. Новую работу получили. Освободились, в общем, от всего прошлого и получили для себя какой-то шанс или возможность начать все сначала. Но с учетом, опять же, прежних каких-то своих жизненных перипетий. Судя по всему, ваша жизнь некоторое время назад была достаточно сложной, когда вы надеялись только на себя. И вообще вы человек, который привык надеяться только на себя. У вас был очень хороший дом, очень хорошая работа, очень хорошие люди рядом, вы все это пестовали. Но потом в жизни, судя по всему, произошли какие-то события, которые, по сути, разделили вашу жизнь на до и после. Да? Было до и потом стало после. И вот теперь, когда вы уже приняли решение и находитесь в какой-то новой для себя среде, вы тоскуете о своем прошлом, вспоминаете свое прошлое, но именно какие-то яркие моменты, такие моменты, значимые для вас, моменты, которые вы делали сами для себя. Вот такая у нас история. На дне колоды десятка мечей, которая говорит мне о том, что все из вас, кто загадал императрицу, действительно некоторое время назад пережили очень серьезные душевные потрясения. Очень серьезные душевные потрясения. Эти потрясения оказали на вас такое сильное влияние и в каком-то смысле, мне кажется, изменили вас до неузнаваемости. Оставим туз кубков, пусть он у нас лежит здесь, раз уж это аллегория новостей. И давайте посмотрим, что же нам эта прекрасная и прелестная императрица будет рассказывать. Очень важно. Будем просто читать. В произвольном порядке будем читать поле. Итак, что нам рассказывает императрица? Императрица говорит о том, что все в твоей жизни двигается ровно по такому сценарию, который ты сам или ты сама для себя планируешь. Многие из вас обрели долгожданного или долгожданную спутника или спутницу жизни. Может быть, хорошего друга, может быть, хорошую подругу. И вообще многие из вас наконец-таки вдруг осознали, что все до этого какие-то неудавшиеся отношения, в частности, любовного характера, они даром не закончились для вас. Да? То есть вы испытывали массу каких-то эмоций, таких гневливых, были сердиты, может быть, где-то злые, как-то чувствовали подвох или пытались найти подвох в каждом человеке, которого вы встречали на своем пути. И сейчас, судя по всему, вся эта история закончена. У многих из вас, исходя из этой пятерки мечей, может быть, сейчас до сих пор присутствует такое вот послевкусие, что вроде как мечты мои сбылись, вроде бы как я получил или получила то, что хотел, но вот какое-то все равно осталось послевкусие непонятное. А правильно ли это все? Правильно ли я когда-то в прошлом тогда поступил? Действительно ли сейчас я могу целиком и полностью верить в то, что в моей жизни наконец-таки все складывается по плану и идет хорошо? От чего такие у нас здесь внутри метания? От того, что, опять же, решения, которые вы принимали, были для вас достаточно сложными. Эти решения были сопряжены с огромным риском. Эти решения фактически
сделали вас человеком в каком-то смысле, может быть, изгоем для вашего общества прежнего, а может быть, просто сделали вас человеком, который теперь стал настолько мудрым, что вы смотрите на других людей, которыми вы общались, которых вы видели, и воспринимаете этих людей уже с другой совершенно колокольни, да, вот с опыта, с мудрости своей, со своего понимания о том, как устроена жизнь, что это вообще такое. То есть в каком-то смысле я бы сказала, что вы все-таки благодаря этим событиям, таким тягостным, разрушительным, приобрели огромный житейский опыт и огромную житейскую мудрость. И это для вас является очень ценной вещью, потому что многие люди теперь ориентируются на вас. Они смотрят и говорят: ага, если у него или у нее получилось, значит, может получиться и у меня. То есть в каком-то смысле вы стали примером для других людей, и вы никому не рассказываете о том, что вы чувствовали, вы не рассказываете никому о том, как вы к этому пришли. Вы просто показываете своей сегодняшней жизнью то, что может быть по-другому, то, что может быть как-то иначе. И что самое важное, что вот это другое и это иначе может появиться только в том случае, если вы пристально посмотрите на то, что есть, отрефлексируете это и поймете, где и в чем вы обманывали сами себя. Потому что здесь большая раскрывается история прежде всего про тему самообмана, что очень многие события в вашей жизни неприятные были связаны как раз с самообманом, когда вы не хотели видеть очевидных вещей, но вот наконец увидели уже спустя время. Что еще нам хочет рассказать интересного императрица? Что еще впереди вам придется отстаивать свое мнение. Что еще вам придется потерпеть и подождать какое-то время, обдумать внимательно, чего же вы на самом деле хотите. Что впереди, наверное, вам придется вообще, в принципе, прикладывать какие-то усилия для того, чтобы ваша жизнь приобрела какой-то динамики. Вернее, какую-то динамику. То есть так как вы человек, который очень любит, я так думаю, внимание, быть на виду, судя по этой десятке кубков и по этому королю кубков, любое бездействие, какая-то стагнация, что-то еще, она может вводить вас в некоторое уныние. Но смотрите, какая интересная история. Ведь в этих трех картах у нас рассказывается некоторая тема о том, что вам придется пожертвовать какими-то вашими принципами и установками. Вам придется отказаться от того, что вы умеете делать сейчас лучше всего. Вам придется отказаться в каком-то смысле от своего бездействия. Вам придется быть очень активным, если вы хотите обрести жизнь успешную и благополучную во всех планах. То есть придется поработать. Здесь придется пересмотреть свои финансовые аппетиты и сделать их, наверное, немножечко другими. Это не значит, что понизить их или повысить. Это что-то внутри них изменить. То есть, может быть, научиться по-другому перераспределять свои расходы, может быть, понять, что вы сейчас человек, от которого в буквальном смысле зависит не только ваша собственная жизнь, но еще и жизнь близких вам людей, в том числе и семьи или каких-то других людей, которых вы считаете себе близкими. Что еще нам говорит императрица? Императрица говорит, что сейчас, пока у тебя есть возможность, отдыхай и наслаждайся отдыхом, потому что совсем скоро в твоей жизни снова произойдут изменения, снова произойдут перемены, снова ворвутся какие-то стремительные обстоятельства, когда тебе придется куда-то ехать, когда тебе придется подчиняться этим обстоятельствам, и в том числе, когда эти обстоятельства приведут тебя к твоей собственной мечте, которую ты очень долгое время лелеял в своей жизни и на реализацию которой ты даже не надеялся в прошлом. То есть многие из вас к сегодняшнему моменту времени разуверились в том, что ваши желания могут реализоваться. Но это не так, ребята. Не теряйте веры в лучшее, не теряйте веры в себя. Что еще нам хочет сказать императрица? В том, что все ваши беды, тревоги, печали, разочарования, все это осталось далеко в прошлом, что сейчас и в будущем ваша жизнь будет стабилизироваться. В вашей жизни появится хороший, теплый, уютный дом или хорошая, теплая, приятная денежная работа. Что вас будут окружать какие-то люди, которые будут приходить в ваш дом или приходить в вашу организацию, работать, сотрудничать с вами и учиться у вас этому спокойствию, этой уравновешенности, этому счастью. Эти карты говорят также о том, что впереди вас ждет такая вот нестандартная, я бы сказала, ситуация, которая связана с какими-то новостями, да, с какими-то бумагами, оформлениями документов. Может быть, кто-то из вас здесь, в этом видео, пытается найти ответ на вопрос касательно недвижимости, покупки или продажи.
И эти 3 карты очень четко говорят мне о том, что с большой долей вероятности вы сможете осуществить удачную сделку, которая действительно будет вам нравиться, которая действительно принесет вам прибыль, да, или какой-то результат. То есть кто-то из вас купит такую недвижимость, о которой вы мечтали, кто-то из вас продаст по такой цене, которая вам действительно интересна, и найдет что-то другое, подходящее для себя. Что еще нам говорит эта чудесная императрица? А императрица говорит о том, что в принципе деньги, которые у тебя есть, и жизнь, которая у тебя есть, она нужна тебе сейчас для того, чтобы ты смог распорядиться этой жизнью и этими деньгами как можно правильнее. Ты должен научиться, опять же, ценить свою жизнь такой, какая она есть. Научиться ценить мелочи, которые в ней есть, и научиться видеть очень далеко. То есть вы должны развивать свое стратегическое мышление. Вы не должны смотреть только близко, прямо перед своим носом. Да? Смотрите как можно дальше. Чем дальше вы смотрите, тем больше у вас есть шансов просчитать вот эти шаги, прежде чем вы достигнете своей мечты. То есть вы имеете возможность запланировать такое движение или такие события, такие действия, которые ускорят ваш путь вперед. Эти карты говорят о том, что впереди у вас однозначно будет какая-то ситуация, в которой вы будете претендовать на что-то, И то, на что вы будете претендовать, вы будете иметь на это право. Может быть, некоторое время вам придется подождать, пока эти права будут реализованы. Но, тем не менее, после этого ожидания, которое у вас будет, вы действительно получите возможность, с одной стороны, окончательно и бесповоротно завершить какие-то вот свои дела, которые, по сути, уже давно умерли, и открыть перед собой совершенно новые возможности и новые дороги. Да? У кого-то здесь счастливая семья, 10 кубков у нас выходит, у кого-то здесь моральное удовлетворение, у кого-то здесь новые люди в окружении. В общем, какая-то такая жизнь, которую вы трепетно строите. И в том числе у кого-то здесь появляется хороший мужчина или какая-то прекрасная, счастливая женщина, которая будет расположена к вам точно так же, как и вы идете к ней навстречу. Ну и давайте посмотрим еще, что же нам хочет сказать императрица в этом своем спиче. Она говорит о том, что будь храбрее, будь смелее, будь настойчивее, будь упрямее. Не бойся каких-то конфликтов, не бойся каких-то юридических вопросов, не бойся оформления бумаг, не бойся требовать от жизни того, что тебе принадлежит. Вообще уйми свои эмоции, говорит эта карта. Подчини их себе, разберись со своими страхами, сохраняй очень ясное представление о реальности и двигайся вперед, потому что, опять же, повторюсь, в этой карте силы у нас сконцентрировано огромное количество возможностей в этой лемнискате, и эти карты говорят о том, что впереди нас ждут еще очень интересные дела, где нам придется побегать, может быть, даже попрыгать, может быть, быть таким, знаете, навязчивым человеком, вас в дверь, а вы в окно, но, тем не менее, эта активность все равно принесет вам какой-то результат, которого вы достойны. И завершаем мы свой спич вот такими чудесными картами: 3 кубков и 8 пентаклей. Эти карты говорят нам о том, что это ваша активность, которую вы будете совершать, вознаградит вас. Будут заключены договора, соглашения, получены предложения. Наконец-таки все близкие люди соберутся вместе. Наконец-таки в вашей жизни появятся деньги, которыми вы сможете распоряжаться. Ваш профессионализм будет отмечен. И вы вообще будете чувствовать себя человеком, который находится в своей тарелке. А на дне колоды у нас 4 пентаклей. И эта 4 пентаклей говорит о том, чтобы вы сейчас дорожили тем, что у вас есть. Дорожили людьми, которые о вас заботятся. Дорожили тем, что вы заработали для себя. Оценили свою жизнь, вот такую, какая она есть, сию секунду. Сказали спасибо себе, и в том числе, может быть, каким-то другим людям, которые помогли вам ее получить. И чтобы вы ни в коем случае не переживали, да? Потому что переживания здесь лишние, они не нужны, говорит сила. Нужно бороться, и все будет в вашей жизни хорошо и так, как вы планировали. Ну, а с вами была Вероника Никитенко и Центр Алхимии. Я желаю вам хорошего настроения. Приходите к нам учиться и записывайтесь на консультацию. Пока-пока и до новых встреч.